Моя тема – это Российская Федерация и страны постсоветского зарубежья. Само по себе вот такое сочетание, как ни парадоксально звучит на первый взгляд, крайне слабо освещено в историографии, да и в образовательной практике вузовской, уж не говоря о школьной. Что я имею в виду? Составляющие этой темы, то есть новейшая история России, бесспорно, уже, я думаю, лет 10 уже в планах истфаков и, прежде всего, Московского университета, да и в РГГУ тоже, включается в курсы отечественной истории. Недавно в рамках новейшего истории стали включать как отдельную часть и историю постсоветского зарубежья. Но я-то говорю о другом. Я говорю о некой системе, которая, конечно, имеет место, независимо от ее качества, независимо от того, что она претерпевает большие изменения Российской Федерации и постсоветское зарубежье, как система, которой нам нужно обратить на нее внимание и при анализе истории новейшей самой страны нашей, и при анализе постсоветского зарубежья в целом, и при анализе, допустим, двусторонних отношений, будь то российско-украинские, или российско-белорусские, или белорусско-грузинские, или российско-азербайджанские и тому подобное. То есть как фактор, который влияет и который на анализ того, что мы хотим познать, и без которого, без этого факта, без этой системы, мы эту, так сказать, реальность не познаем. Казалось бы, почему я так считаю? Ну, во-первых, потому что, бесспорно, собственно говоря, вот эта система Российской Федерации и постсоветское зарубежье, она является частью той оси координат, то есть и исторического времени новейшего периода, истории современности, и, конечно, исторического пространства, в котором это происходит. Потому что ведь мы, весь этот зал, в какой-то степени, если говорить о, так сказать, вот таких понятиях, как исторические свидетельства, или, так сказать, являемся свидетелями этого процесса, которому чуть больше 25 лет, и одновременно участниками, активными, пассивными, так сказать, созерцателями, но тем не менее этих же процессов. Но и протекает это в реальном историческом пространстве вокруг наших границ, или не только вокруг наших границ, но и внутри наших границ. Потому что я имею в виду не только отношения между, допустим, этими странами, но и отношения внутри. Почему же все-таки эта система реально имеет место? Существует общность исторического наследия. Примеров можно тоже привести, так сказать, очень много, и разделить это историческое наследие очень часто не удается. Ну, я только один пример приведу. Вот мы в следующем году будем праздновать 200-летие Тараса Шевченко. Вот недавно буквально в Киеве в музее Тараса Шевченко, который, в общем, создан в одном из особняков сказать, крупнейших украинских промышленников прошлого, был подписан между РГГУ и этим музеем договор о подготовке этого празднования. Кстати, сейчас уже выясняется, что это вообще и будет праздноваться гораздо шире. Но ведь это бесспорно и, конечно, бесспорная история культуры Украины, и бесспорная история культуры России, и бесспорная история культуры Казахстана, потому что Шевченко не только, сказать, оказался там не по своей воле, но он один из основоположников реалистической живописи Казахстана, один из первых, кто изобразил казахов, так сказать, в общем, и это представлено в этом музее. Но если говорить о его наследии литературном, то значительная часть его прозы, она вообще написана на русском языке. То есть тут разделить нам не удастся. Вот поэтому, конечно, бесспорно, это общность исторического наследия. Но это общность исторического наследия политического, культурного, ментального и личностного. Потому что и в этом зале, да и вообще во всей стране нашей, и в Российской Федерации, и вообще в этой системе Российской Федерации постсоветского зарубежья, подавляющая часть старшего поколения, незначительная часть среднего поколения фактически имеет общеличностную, так сказать, личностную опыт этого взаимодействия в рамках этой системы. Второй фактор, кроме вот этого исторического наследия, это трудовые ресурсы, ведь и трудовые потоки. Фактически у нас существует огромный
многотысячная, есть даже не много миллионов, но миллионные диаспоры во всех этих странах, в том числе в Российской Федерации, в Украине, в Белоруссии, ну и в Казахстане, можно продолжать. Они практически во всех этих странах. Эти диаспоры, они взаимодействуют, они сосуществуют. И в условиях интеграционного процесса, о которых сейчас потом немножко скажу, они еще и могут возрастать, могут видоизменяться, но они существуют. Еще один фактор, который, конечно, мы не можем, хотя он сейчас немножко, как шагреневая кожа, сжимается, это экономическое разделение труда. Действительно, если сейчас посмотреть на интеграционные процессы в экономике, то вложений ресурсов, финансовых я имею в виду, в экономике друг друга, разделение труда по производственным циклов и так далее гораздо меньше, чем, допустим, во многих таких интеграционных моделях типа Европейского Союза или АСЕАН. Но все равно этот элемент есть, а главное, что есть огромное количество ресурсов, которые могут его поднять и увеличить. Наконец, это гуманитарная составляющая этой системы. Понятно, что, вот я обращаюсь уже к молодежи, понятно, что именно эксперты внутри этой системы гораздо более эффективны, если они будут опираться на весь потенциал предыдущих поколений, чем те, которые существуют извне, вне. Это с одной стороны. С другой стороны, есть определенные преимущества, которые мы как-то очень недооцениваем. Вот огромное количество ресурсов и правильно делают многие страны и культуры, включают в период своего продвижения на мировой почве. Условно, сколько делает Франция на расширение или хотя бы удержание франкофонского мира, сколько делает Испания для расширения, укрепления иберийского пространства, сколько сейчас Китай делает через институты Конфуция и другие программы для расширения китайского влияния. А в рамках вот этой системы это уже сделано. Фактически задача не столько даже сделать, сколько сохранить то, что есть. К сожалению, мы, увы, в этом плане не преуспеваем. И мне кажется, что многие даже люди, принимающие решения, не понимают, насколько это выгодно, когда это уже есть, И только нужно воспользоваться этим в интересах всех. Потому что, когда мы говорим об этой системе, конечно, речь не идет о том, что она может быть использована как какая-то провокационная модель для призыва к возрождению или восстановлению того, что было до 1991 года. Наоборот, ее развитие последние 20-30 лет показывает, что это, конечно, невозможно. Мало того, она развивается в совершенно другом направлении. Но вот эти преимущества, которые у нас есть, мы, к сожалению, не используем. И об этом надо, конечно, кричать во все колокола, и особенно обращаясь к молодому поколению. Потому что, конечно, это просто даже не с точки зрения будущего, потому что, я еще раз повторяю, историческое пространство не изменится, и соседям, и будущее поколение останутся все равно. И вот в этих условиях, конечно, вот это общее гуманитарное поле, оно крайне важно для будущих поколений даже больше, чем для тех, кто уже, им вооружен. Конечно, хронологические рамки этой системы очень небольшие. 25 лет в историческом понимании это миг. Но, тем не менее, для новейшего времени можно понимать, что даже в рамках истории одной страны, даже нашей, если советскую цивилизацию взять, то, допустим, общество 45-го года прошлого века и общество 65-го года прошлого века – это и одновременно одно, и разные общества. Тем более общество 65-го года и 85-го года, накануне трансформации эпохи перестройки, это тоже разные общества. Чего уже говорить о том объекте, которым я имею место здесь обсуждать. Это последние 25 лет после распада СССР. Огромные титанические сдвиги произошли в этой системе. И в плане политических структур, и в плане партийного строительства, и в плане парламентаризма, в плане взаимодействия с внешним миром на культурном, на каком хотите, поле. И
интеграции в мировое так сказать, политическое, экономическое, культурное так сказать, пространство и тому подобное. И эти сдвиги крайне важны и очень интересны, и их нельзя не учитывать. Они показывают, что в этом процессе вот эта система, ее составляющие играют все более активную роль и в мировой политике, и в мировой практике, учитывая геополитические изменения, которые сейчас происходят в мире, когда от небольшой, да, казалось бы, страны зависит очень многое в раскладах геополитических по всему миру. Но мы же видим, что события, собственно говоря, не в самой главной, не в самой, но тем не менее серьезные события, происходящие в одной из стран, пусть очень небольшой, приводит к совершенно другому конфигурации мирового порядка. Что я имею в виду вот эти интеграционные процессы? Это участие в ООН, во всех ее структурах, которые все эти страны, так сказать, вновь получившие, обретшие так сказать, государственный суверенитет, участвуют. Это участие во всех европейских структурах, от ОБСЕ до Совета Европы и европейской связи с НАТО, с Европейским Союзом и так далее. Это, конечно, различные участия в региональных или каких-то структурах, созданных по религиозному принципу, допустим, Организация исламского сотрудничества, или региональных, то Организация Черноморского бассейна, или Организация прикаспийских государств. Этот перечень можно продолжать очень долго. И все это так. И, наконец, это огромное количество структур, которые возникли внутри этой системы. Это и структуры СНГ, это и структуры, связанные с ОДКБ, допустим, это структуры Евразес, это структуры, где какая-то часть этой системы участвует, какая-то нет, типа ГУАМ, или наоборот ШОС, где, так сказать, другая часть участвует, какая-то нет, Шанхайское организация сотрудничества. И таких очень много. И эти структуры появляются вновь и вновь. Наконец, это интеграционный процесс внутри самой системы. Казалось бы, прежде всего экономические. Казалось бы, когда в 90-е годы об этом говорили, считалось, что практически это вообще не будет. Что интеграция экономическая, а уж тем более политическая, каких-то элементов не будет никогда. Тем не менее, они есть. И особенно вот в эти нулевые годы. Это не только таможенный союз, который, конечно, набирает обороты, не просто, потому что это очень большие ограничения для каждого участника и большие обязательства. Это и зона свободной торговли. Вот уже 5 стран вошли в эту зону свободной торговли. Это, конечно, другие экономические интеграционные процессы. Это и парламентское измерение, потому что уже говорится не только о союзном государстве России и Беларуси и союзном парламенте России и Беларуси, но уже и о парламентской ассамблее Евразес, и уже речь идет о возможном парламентской ассамблее Евразийского союза в перспективе. Наконец, это первые надгосударственные экономические структуры интеграционные, как Организация экономического пространства, первые комиссии, которая возникла в этом году. Ну и, бесспорно, самое главное, конечно, это постепенное, шаг за шагом, медленное, все-таки усиление позиции так называемой мягкой силы.